Вначале было ничто, была пустота, и первородная магия смешивалась в нестабильном хаосе. Там, где туманы стремились создать новую жизнь, пустота пыталась отыграть все обратно. Я не могла сдержать порядок в одиночку, и тогда разделила бытие на 6 доменов магии. В плаче матери я породила 5 детей, 5 драконов, каждый из которых являлся элементальным воплощением магии. Я создала их как инструменты, чтобы остановить безжалостное стремление пустоты к энтропии. Отсюда начала проистекать жизнь, и так зародилась Тирия, прекрасная планета, согреваемая лучами растущего солнца. Мои дети могли бы быть счастливы, поддерживая гармонию во Вселенной. Но каждый раз, фильтруя магию, они осквернялись и пустотой, пока она полностью не развратила их сущность. Так началась многовековая борьба со старшими драконами. Меня зовут Сувон, и я перворожденная. Добро пожаловать в Тирию. Пять лет назад я выпустил свой первый обзор на Guild Wars 2. О, как безжалостно время, как быстро оно летит, и сегодня мне кажется, что я играю совсем не в ту игру, которую установил в 2013. Но кое-какие фундаментальные функции в ней все-таки остались. Давайте с них и начнем. Мир Тирии кипит жизнью, в нем проживает множество народов, как больших, так и малых. Буквально каждая букашка имеет свою историю, а каждый кваган свою песенку. Несмотря на это разнообразие, выбирать вам придется из 5 основных рас. Чары. В первую очередь, это милитаристская культура. Кажется, что вся бытность чар сконцентрирована вокруг военного дела. Наше общество, технологии, отношения сильно сосредоточены на поддержке войны. Форма организации государства делит нас на 4 высших легиона: железный, пепельный, кровавый, пламенный. Тьфу! Ханур его подери! В настоящее время легионы действуют в рамках шаткого союза, поскольку внутреннее недоверие и гордыня не чужды нашей расе. Не признающие богов и магию, мы смотрим на жизнь суровым и циничным взглядом. Несмотря на то, что человеческая жизнь расползлась по всем уголкам планеты, люди — это не коренной народ Тирии. Когда-то 6 богов привели нас из погибающего мира. Наша история обогрена кровью, как своей собственной, так и других рас. Чаров, кентавров. Боги даровали нам магию, и мы с удовольствием перегрызли друг другу глотки за сферы влияния. Глядя на падение человеческой расы, боги покинули нас, не сказав ни единого слова.
С тех пор мы боремся за свое выживание. От монарха к монарху, от одной политической интриги к другой. Норны. Наша культура сосредоточена на личном успехе и славе. Для Норна нет большей награды, чем прославить свое имя в легендах. Навыки охоты и выслеживания делают нас незаменимыми союзниками в любой ситуации. Мы исповедуем шаманизм, почитающий духов дикой природы. Такие шаманы называются хаврунами и способны говорить с духами через туманы. Духи — это не столько боги, сколько наши наставники. Обращение к ним позволяет нам принимать животные формы. Нормы любят встречать закат с чаркой эля. Кутеж и драки — привычное для нас дело. Опять вы со своими вопросами? Нет, и не может быть расы разумней, чем Асура. Наши магические технологии не имеют себе равных. Наши эксперименты позволили поднять города в воздух и вдохнуть жизнь в созданных големов. Големов, големов. Как правило, наши союзы построены на взаимных научных интересах. Мы скорее будем делить изобретения, чем детей. Но этого вы не слышали. Асура верит в вечную алхимию, идею о том, что все существа и магия в мире являются частью или функцией великой машины. Долг каждого из нас — разгадать эти тайны. Сильвари не рождаются, они пробуждаются из семян бледного древа, имея знания своих предшественников, показанных им во сне. Обычно мы честны, наивны и прямолинейны. Многие вещи принимаем за чистую монету. Поскольку мой народ — часть единого источника, то каждый Сильвари — это родственник и друг. У нас нет единой религии, но мы почитаем заветы, оставленные предками, посадившими бледное древо. Все вещи в мире имеют право на рост. Цветок — это брат сорняка. От самой маленькой травинки до самой большой горы, куда протекает жизнь, туда должны идти и вы. Если соберетесь идти, то прямо ко мне в гильдию. Здесь тоже проистекает жизнь. Добавлю только, что выбор расы повлияет на ваши стартовые локации и сюжетную линию. В остальном вы вольны играть теми, кто близок к вашей идеологии. Переходим к обзору классов. Гвардиан. Воин чистого света и жгучего пламени. Носит тяжелую броню и универсален во многих режимах игры. Это хороший класс для старта, поскольку имеет доступ к большому количеству исцеляющих и защитных умений. Отличительной особенностью гварда являются добродетели, умения с активным и пассивным эффектом. Во время боя они позволяют поджигать цели, регенерировать здоровье и блокировать одиночные атаки. Воин – типичный представитель яростных бойцов. Тяжелая броня и доступ к самому разнообразному арсеналу оружия делают воина очень гибким. Классовой механикой является адреналин. Во время боя воин копит этот ресурс, чтобы производить усиленные атаки с особенными эффектами. Этот класс хорошо переживает затяжные бои благодаря способности к игнорированию урона. Ревенант. Загадочный рыцарь, черпающий силу из самих туманов. Последний представитель в классе тяжелой брони. Игра за Ревенанта — это постоянный баланс между накоплением и тратой энергии. Растратите всю энергию и не сможете применять навыки. Классовая механика позволяет взывать к силе духов, каждый из которых дает вам определенный набор умений. Особенно хорошо ревенанты проявляют себя в соревновательных режимах, но и в PvE-контенте им тоже найдется место. Рейнджер – еще один кандидат для новичков.
Длинный лук понравится всем ценителям дальнего боя, поскольку его атаки способны простреливать на самые большие расстояния. Отличительной чертой этого класса являются пэты, которых рейнджеры находят в открытом мире. Это добавляет дополнительный элемент исследования в познании мира. К тому же всегда приятнее путешествовать с верным другом, даже если он слегка пушистый. Тиф – классическое рагуе. Имеет большой доступ к умениям сближения и разрыва дистанции. Один из самых мобильных классов игры. Некоторые навыки Тифа дают ему невидимость, а классовая особенность позволяет воровать скиллы у других. Однако за такие возможности приходится платить. Многие способности Тифов расходуют инициативу. Потратите весь ресурс и станете легкой мишенью. Этот класс отлично фармит и имеет большой потенциал в ПВП. Инженер. Вот уж кто и швец, и жнец, и на дуде игрец. На фоне других классов инженеры выглядят самодостаточно, поскольку в их арсенале большой набор китов. Огнемет, бомбы, гранаты, турели, эликсиры и даже медицинский пакет. Классовой механикой инженера является его пояс, на котором висят мини-копии выбранных утилитарных умений. Инженеры точно не скучают в хай-энд контенте, поэтому смело рекомендуем для старта. Некромант. Довольно жирная скотинка, прощающая много ошибок. Все дело в том, что во время боя некроманты копят жизненную силу как от применяемых навыков, так и от смерти ближайших врагов. Эта энергия позволяет переходить в особую форму. Пока ваш герой находится в покрове смерти, он получает доступ к набору сильных умений. Любой урон, полученный в этом состоянии, наносит повреждения не ХП-бару Некра, а его покрову. Таким образом, класс хорошо переживает затяжные бои. Элементалист, я у мамы пианист. Класс для тру-хардкорщиков, поскольку обладает самым низким пулом ХП и легкой броней. Игра через Даунстейт стала мемом внутри комьюнити. Вообще, это очень гибкий класс, благодаря обширному набору умений. Во время боя элементалисты переключаются между 4 стихиями, каждая из которых дает определенный набор навыков, в зависимости от носимого оружия. Мы бы не рекомендовали этот класс в качестве стартового, поскольку он требует четкого понимания ситуации в каждый момент времени. Месмер – мастер иллюзий и обмана. Эти фокусники ведут двойную, а то и тройную игру. Регулярно создавая клонов и фантазмов, они прячутся за призванными иллюзиями, что делает прицеливание непростой задачей. Месмеры способны разбивать свои иллюзии о врагов, вызывая на них особые эффекты. Класс достаточно мобилен благодаря блинкам, телепортам и способности игнорировать урон. Теперь мы должны уяснить одну важную вещь. Если у вас куплены все дополнения, то каждый из представленных классов имеет 3 элитных специализации. Элитные специализации позволяют носить новый вид оружия, дают доступ к новым утилитарным умениям и классовым механикам. Например, если вы владеете дополнением Heart of Thorns, то Гвардиан может становиться Драгонхантером. В этой специализации ему доступен длинный лук и набор ловушек, устанавливаемых на землю. Кроме того, добродетели получают новые эффекты, еще более вкусные и эффективные, чем в ванильном варианте. Например, скилл на F3, вместо того, чтобы блокировать одну атаку, создает конусный щит, блокирующий все фронтальные атаки в течение короткого времени. Перед вами 3 элитных специализации вора – Daredevil, Deadeye и Spectre. В каждой специализации вы видите новый вид оружия, утилиты и изменения классовых механик. Вторая важная особенность Guild Wars 2 – это система ролей. Во всех MMORPG, имеющих четкую ролевую привязку, хилы хилят, танки танчат, а тифы крысят. Ролевая система Guild Wars 2 отличается от других игр, и стоит принять эту реальность уже на старте. Например, инженер может быть как ДПСом прямого урона, так и дебафером, то есть обвешивать цели большим количеством тикающих дотов. В массовых боях он хорошо справляется с функцией саппорта, а в хай-энд PvE контенте помогает держать важные бафы на команде. В элитной специализации механист может выступать танком. Как видите, один и тот же класс выполняет разные функции. Если хотите узнать об этом более подробно, то в правом верхнем углу появится подсказка на ролик. Давайте знакомиться с Тирией.
Это реально большая планета, и на исследование всех ее уголков уйдет немало часов. Игрокам, которые любят эксплоринг, точно будет чем заняться. Guild Wars 2 — это одна из немногих MMORPG, который сохраняет дух первооткрывателя. Здесь много потаенных уголков и секретных мест. Карты распространяются не только горизонтально, но и вертикально. Открытия ждут вас везде, и под землей, и в воздухе. Посмотрите на карту мира. Она невероятно огромна, и при наличии всех дополнений и сезонов живой истории предоставит кучу часов геймплея. Третья отличительная черта Guild Wars 2 – это отсутствие квестовой системы. Большинство онлайн-игр построены по принципу малых сюжетных арок, раскрывающихся в рамках 1-3 локаций. Вы попадаете в стартовую зону, набираете задания и бежите их выполнять. Как правило, к концу такой карты вы узнаете обо всех событиях, которые здесь произошли, и отправляетесь в данж, чтобы расправиться с ужасным злом. Забудьте, у Guild Wars 2 своя система. Перед вами предстает большое пространство для исследования. Как именно вы будете его исследовать – ваше личное дело. В процессе эксплоринга ваш герой будет заходить в области действия NPC-сердечек. Как только это произойдет, вы получите уведомление в правой части экрана. Здесь предложат несколько вариантов закрытия сердечка. Это может быть убийство мобов, помощь каким-то NPC, сбор ресурсов и более оригинальные задачи. Сердечки — это далеко не единственный способ прокачки. В процессе игры вы будете попадать в динамические ивенты, сопровождать NPC, защищать поселения, собирать ингредиенты, сражаться с сильными противниками. Все это разнообразит геймплей и часто заводит вас в дальние уголки локаций. Сами не заметите, как уйдете от первоначальной цели. Во многих стартовых локациях обитают мировые боссы. Это еще один элемент эксплоринга, который демонстрирует масштабность событий в Guild Wars 2. Помимо коллективного фана и полученного опыта, здесь можно найти предметы на более высокие уровни. Не стесняйтесь присоединяться к таким событиям, чтобы прочувствовать социальную составляющую геймплея. Итак, мы разобрались с тем, что в Тирии не нужно брать и сдавать задания. А как насчет гигантских карт, которые и есть одно большое задание? Знакомьтесь с мета-ивентами. Представьте, что у вас есть карта с финальной целью в конце. Но дойти к этой цели вы можете только выполняя более мелкие задачи. Перед вами карта Dragon's Den. Сейчас игроки собираются в 3 больших отряда, каждый из которых должен выполнить уникальные задания по маршруту. Если все 3 справятся со своими задачами, то в конце карты встретятся с эпическим боссом. То есть вся карта — это и есть большущий такой ивент, и успех его выполнения зависит от каждого. Хорошим подспорьем на старте станет прохождение данжей. Сами по себе данжи являются устаревшим контентом и больше используются для получения опыта, достижений и разблокировки каких-то внешек, но пока вы стремитесь к финальной цели, они помогут разнообразить геймплей и набрать больше опыта. С недавних пор Arena.net ввела серию достижений для новичков, забустив левелинг персонажей. Прокачка и раньше не была каким-то сложным испытанием, а сегодня и вовсе оказуалена. Достигните своего 80 уровня довольно быстро. Сюжет игры не подается агрессивно, а является логическим продолжением путешествий по Тирии. Где-то он предложит кат-сцены, где-то общение с сюжетными героями, а где-то действие будет разворачиваться прямо у вас на глазах. Даже если вы владелец бесплатного аккаунта, то на 10 уровне получите ездового раптора. Это ускорит перемещение по миру, но учтите, на триале время его действия ограничено 10 часами. Расходуется только пока вы в игре. Раньше такой халявы не было и приходилось топать пешком. Сегодня Guild Wars 2 крайне лояльна к новому игроку. Раз уж заговорили о левелинге, то не могу не предупредить вас от неверных шагов. После покупки игры каждому игроку дается бустер до 80 уровня. У некоторых людей уж больно чешется в одном месте, чтобы его использовать. Запомните, хотите испортить себе игру, заюзайте бустер на старте. Окажетесь в незнакомом месте с кучей предметов в инвентаре. Возникнут вопросы, куда идти и что делать. Чем дальше вы будете погружаться в этот постбустерный синдром, тем сильнее будут последствия, вплоть до дропа игры. Прокачайте первого персонажа своими руками, чтобы постепенно освоить азы игры, а потом хоть убуститесь. В этом вам поможет стартовый гайд новичка, ссылочка в правом верхнем углу. После достижения 80 уровня для вас откроется обширный список активностей. Глаза разбегаются, не знаешь, с чего начать. Не волнуйтесь и выдохните. Предлагаю начать с прохождения дополнений. Это не только откроет для вас новые зоны, но и позволит прокачать элитную специализацию.
Если любите контент погорячее, то дополнение Heart of Thorns быстро покажет, где покет-рапторы зимуют. Здесь вы впервые получите глайдер, на котором можно парить с возвышенностей. Локации джунглей Магумы поистине огромные и распространяются не только вширь, но и ввысь. Вертикальная составляющая карт впечатлит вас своими масштабами и не оставит равнодушной. Здесь же впервые была представлена система мастерства. Это особенные умения, позволяющие взаимодействовать с окружающей средой. Например, мастерство владения глайдером позволит взлетать на воздушных потоках, увеличит запас выносливости в воздухе и поможет уходить в инвиз при пролете опасных зон. В каждом дополнении свои виды мастерства. Предметом особой гордости Guild Wars 2 являются маунты. Это неотъемлемая часть дополнения Path of Fire. Уникальность маунтов состоит в том, что это не просто болванки, на которые натягивают новые шкурки, а самостоятельные единицы перемещения, обладающие уникальными свойствами. Так, например, Раптор способен перепрыгивать на большие дистанции. Спрингер имеет самый высокий прыжок в игре и получает меньше урона при падении. Скиммер быстрее всех перемещается над гладью воды, а при закрытии определенных достижений может перемещаться под воду. Шакалы – уникальные маунты, созданные джиннами из живого песка. Только они способны перемещаться сквозь песчаные порталы и телепортироваться в воздухе. Всего в игре 9 маунтов, каждый со своим характером и особенностями. Если долго сидеть на ездовом питомце, то можно увидеть, как различаются модели их поведения. В том или ином виде маунты встречаются во многих проектах, но то, как реализована уникальность каждого, их поведенческие модели, анимации, выше всяких похвал. Большинство игроков онлайн-жанра вышло из таких азиатских проектов, как Lineage 2, Aion, Perfect World и многие другие, поэтому тема Азии, так или иначе, находит отклик в нашем сердце. Третье дополнение Guild Wars 2 End of Dragons отправит вас на азиатский континент Канта. Скажу, что это дополнение представляет из себя особую историческую ценность, поскольку ставит точку в эпохальной истории о старших драконах. Несмотря на это, Канта имеет и несколько новых механик. Так, например, джейд-боты станут незаменимыми помощниками в путешествиях по континенту. Заряжая ядро бота, можно использовать особые протоколы, которые находятся на всех картах дополнения. Эти протоколы усиливают характеристики ваших героев и позволяют получать важные бафы. Малыши джейд-боты помогут вам и в сложных сражениях. Если вы не рассчитали свои силы и упали в даунстейт, то они с удовольствием помогут вам подняться. Кроме того, они способны создавать персональные телепорты, к которым всегда можно возвратиться. Осадные черепахи развивают свою роль не только в Канте, но и в последующих сюжетных линиях. Так, например, в лесу Эховальд есть огромный мета-ивент по осаде форта Аспенвуд. Игрокам приходится сносить пушки и выламывать двери, а новая локация Джиалы Делф требует разрушения гигантских стен для погружения внутрь шахты. Скифы. Небольшие лодки для путешествий по морским путям Тирии стали основными помощниками для рыбалки. Буквально недавно я поучаствовал в морской тусне по отлову рыбы. Дело в том, что коллективная рыбалка стакает на вас баф для более качественного улова. Пойманную рыбу можно продать по хорошей цене, поэтому в игре часто встречаются фарм-сквады по групповой рыбалке. Итак, о дополнениях поговорили, переходим к хай-энд контенту. Что делают игроки по достижению 80-го левела? Во-первых, качает крафт. Он часто будет нужен для создания топового снаряжения. Во-вторых, осваивают высокоуровневый PvE контент. В-третьих, сражается на PvP батлграундах. Но давайте обо всем по порядку. Пожалуй, первым PvE контентом, который не потребует основательной подготовки, станут фракталы. Фракталы — это данжи, рассчитанные на 5 человек. У них своя особая механика и дизайн. На данный момент в игре 21 уникальный фрактал, но уже анонсирован 22-й. Все фракталы разбиты на 4 тира сложности, по 25 штук в каждом. Чем выше тир проходимого фрактала, тем сильнее мобы и сложнее механики. На 4-м тире действуют 3 уникальных модификатора нестабильности. Например, мобы могут оставлять за собой ядовитый след, либо взрываться при смерти, вешая различные бафы на врагов. После прохождения последнего 100-го фрактала для вас откроется Challenge Mode режим. Здесь сильно меняются механики боссов, а область сражения буквально утыкана недружелюбными зонами. Самые отчаянные фрактальщики целый год закрывают Challenge Mode режимы, чтобы получить особый эффект Фрактал God. Он дает дополнительную защиту от агонии,
увеличивает исходящий урон и постепенно регенерирует ваше здоровье. Фракталы могут стать отличным способом по заработку голды. Для начинающих игроков деньги небольшие, но гарантированно стабильные. С ростом фрактального уровня эти суммы будут расти. Страйк миссии – еще один контент, в который можно влететь без предподготовки. Скажем, это предрейдовая активность, рассчитанная на группу из 10 человек. Начальные страйки довольно простые и не потребуют чудесных свершений. С другой стороны, они позволят увидеть какие-то сложные механики, к которым придется готовиться в рейдах. Условно, все страйки можно поделить на два типа. Первые являются частью дополнения Path of Fire. Это самые простые миссии, только две из которых могут доставлять новичкам трудности. Вторые появились в дополнении End of Dragons и уже погорячей. Здесь требуется больше внимательности и знаний специфики. В отличие от страйк-миссий дополнения Path of Fire, страйки EOD имеют усложненные версии. В них добавляется больше механик, требующих вашей персональной ответственности. Вовремя прийти, вовремя смотаться, вовремя взять моба на себя и так далее. Усложненную версию страйка Harvest Sample топовая рейд-гильдия проходила в течение 3 дней на Твиче. Зрелище было интересным и сложным. До сих пор не каждый игрок может похвастаться титулом за ее прохождение. Какая же онлайн-игра обходится без рейдов? Этот PvE-контент заставляет нас объединяться и грамотно использовать свои ресурсы. Guild Wars 2 не отходит от этой традиции и предложит вам 7 рейдовых крыльев с различными энкаунтерами. Отличительной особенностью рейдов игры является система специфических ролей и персональной ответственности. И если со вторым все более-менее понятно, то вот первое вызывает вопросы. Поскольку в Guild Wars 2 отсутствует ролевая система, то танками могут выступать разные классы, порой самые неожиданные. Ведь танкует не тот, у кого есть скиллы на агро, а тот, кто лучше блокирует или игнорирует урон. Не говоря уже о том, что некоторые боссы вообще не требуют танка. Они фиксируются на определенных игроках, а в процессе боя переключают свои фиксации. Есть и совсем специфические роли, например, Handkiter, в задачу которого входит раскладывание рук во время сражения с Деймосом. По факту он больше ничем и не занимается, а просто старается разложить руки и выжить. Или вот вам пилончик, игрок, который связывается с пилоном и подбирает падающие сферы, чтобы вернуть их в пилон. Кажется, что это какие-то незначительные роли, но без них невозможно пройти рейд. Вероятно, рейды Warcraft или Final Fantasy более разнообразны и сложны по механикам, но Guild Wars 2 делает акцент именно на персональной ответственности. Здесь не всегда есть танк, который отвернет от вас босса, не всегда есть хил, который сможет вылечить вас в дальнем углу, поэтому игроки стакаются вместе, чтобы получать важные бафы и помогать друг другу во время битвы. Гибкая система ролей позволяет поддерживать должный градус интереса к рейдовому контенту игры. Переходим к той части, где вы любите ломать клавиатуры, разбивать мониторы и называть тиммейтов раками. PvP. Начнем с того, что это отдельная часть игры, вынесенная за пределы PvE контента, а потому сражаться на равных можно уже с 3-го левела. Просто собирайте PvP билд и вперед. Бои делятся на 2 режима – рейтинг и unranked, то есть тренировочные матчи, за участие в которых вы не получите особых наград, но сможете отточить свои навыки. Сражения проходят в формате 5 на 5 на 8 рейтинговых аренах. У каждой арены есть свои особые фишки. Так, на карте Revenge of the Capricorn каждые 3 минуты появляется колокол. За его захват команда получает дополнительные очки. Эта точка представляет особый интерес для обеих команд, поэтому на ней часто происходят зарубы. В PvP-режиме проходят автоматические турниры. Подать заявку на регистрацию можно только в составе команды. За участие в турнирах игроки зарабатывают квалификационные очки. Их можно тратить на ежемесячный турнир, по результатам которого формируются лидерборды. Статуи 5 лучших игроков украшает PvP-лобби. Что же касается самих матчей, то тут вы можете встретить разделение по ролям. Тимфайтеры – классы, которые участвуют в групповых замесах. Роумеры – те, кто перемещается по карте, декапает вражеские точки и плюсует своей команде по мере необходимости. Дуэлянты – классы, которые хорошо сражаются 1 на 1. Сайт-нодеры –
тех, кто уходит на вражескую точку и старается как можно дольше не отдавать ее. Саппорты – специалисты по бафам, лечению и поддержке. Часто рисуют тиммейтов и оказывают им всяческую помощь. PvP в Guild Wars 2 – это фан. Здесь же можно собрать комплект легендарной брони, обладающей уникальной анимацией. Тех, кто любит бои помасштабней, ожидает режим World vs. World – межсерверное противостояние. На 4 больших батлграундах проходят круглосуточные баталии за владение территорией. Сервер, набравший больше всего очков, входит в топ лидербордов. Этот контент интересен тем, кто любит осады и массовые PvP. Данный режим также отделен от PvE, а потому в нем действует отдельная система уровней. Повышая свой ранг на ВВВ, вы можете вкладывать абилити-поинты в систему особого мастерства. Эти навыки позволяют лучше справляться с осадными орудиями, накладывать уязвимость на ворота, закрывать механизмы защитным куполом и так далее. В игре много ВВВ гильдий. Это сообщество, построенное на общем интересе к данному виду контента. Так же как и в PvP, здесь есть особые роли. Роумеры, скауты, спеки для больших и малых групп. Основным стимулом для сражений служат различные здания, расположенные на батлграундах. Палатки, кипы, замки. Сервер, удерживающий как можно больше строений на территории, получит больше всего очков. Здесь же можно собрать легендарную ВВВ броню. Выглядит она очень круто. В целом, ВВВ не имеет какой-то высшей цели. Людям нравится сам процесс. Тот азарт и кураж, посещающий вас во время боя, дает порцию адреналина, а тот, в свою очередь, стимулирует приходить сюда снова и снова. Ну хорошо, побегал я по вашим картам, сходил в данжи на мировых боссов, закрыл фракталы, страйки, рейды, поучаствовал в соревновательных режимах. Дальше-то что? Чем заниматься? Хороший вопрос, отвечу и на него. В игре представлена огромная сеть достижений. Некоторые из них просто дают прибавку к очкам аккаунта, а за некоторые можно получить действительно эксклюзивные награды. Это могут быть не только внешки, но и титулы. Например, бэкпэк моего некроманта получен за закрытие всех достижений на локации Джора Маршес, а титул Voice in the Void – награда за прохождение самого сложного рейдового босса в Challenge Mode режиме. И тут мы подходим к такой важной особенности Guild Wars 2, как система прогрессии. Дело в том, что с выходом каждого дополнения игра не обесценивает прошлых достижений, потолок уровня не меняется, ваша экипировка не устаревает. Максимум, что происходит, это появляются новые билды и специализации, расширяется ассортимент контента, появляются новые роли, но если вы когда-то собрали топовую экипировку, она не устаревает. Это ставит Guild Wars 2 на пьедестал реиграбельных MMORPG. Именно поэтому сюда так легко вернуться или так легко начать. Черт, это была кружка. Топовую экипировку вы соберете за 1,5-2 месяца активной игры, а дальше для вас открыты все двери. Тири поощряет разнообразие, а потому у каждого игрока есть несколько классов, выполняющих разные роли в разных видах контента. Кем-то вы ходите на PvP, кем-то саппортите во фракталах, а кем-то раздаете леща в рейдах. Геймплей за разные классы сильно отличается, поэтому игроки создают одного, второго, третьего персонажа, смотрят, куда и кем им больше нравится ходить. Есть в игре и более мирные активности, такие как джампинг-пазлы. Они представляют череду головоломок и трудностей, которые необходимо решить на пути к финальной цели. Некоторые пазлы довольно просты и проходятся с закрытыми глазами. Как правило, они расположены в стартовых зонах, чтобы постепенно познакомить вас с надвигающимся усложнением. Пазлы уровня эксперт подожгут ваш пукан не на шутку. У вас не раз будут потеть ладони и сжиматься сердце. Например, Chalice of Tears – один из сложнейших пазлов игры, потребует знаний маршрута и предельной концентрации. Взамен вам откроются прекрасные виды на локацию Эмбер Бэй. Кстати, на пазлах часто можно познакомиться с другими игроками. Когда я снимал эти кадры, то встретил человека из гильдии JP, который помог мне с порталами и провел по ключевым точкам. Пока он помогал мне, я увидел еще одного русскоязычного игрока и уже сам помог ему. Вот так вот мы все перезнакомились и коллективно прошли пазл. Solid 6803. Я обещал поблагодарить тебя в своем обзоре. Вот, выполняя обещание, спасибо за то, что помогаете новым игрокам. Вы делаете большое дело. Ежегодно в Guild Wars 2 проходит множество ивентов. Отличный способ развеять скуку.
Со всей ответственностью могу заявить, что каждый ивент уникален и имеет свой набор активностей. Например, в апреле проходит Super Adventure Festival, посвященный 8-битным играм. Все, начиная от лобби и заканчивая подземельями, выполнено в духе компьютерных игр из 90-х. За валюту фестиваля можно купить редкие внешки в тематике Майнкрафта. Изначально этот фестиваль зародился как первоапрельская шутка, а позднее перерос в большое ежегодное событие. Ох, мягко ты стелишь, Шиной, вот только спать тяжело, неужели все так прекрасно? Ну, конечно нет. Guild Wars 2, как и многие другие MMORPG, обладает своими недостатками. Давайте о них и поговорим. Первым и самым очевидным является отсутствие локализации. Сложно внедриться в сюжет, если вы не понимаете, о чем идет речь, поэтому базовые знания английского безусловно понадобятся. Некоторые игроки решают эту проблему при помощи программы Ёлочка. Она позволяет выделять текст с экрана и переводить его. Вторым препятствием перед покупкой станет запрет на регистрацию из РФ и Казахстана. Игроки обходят эти блокировки при помощи друзей из других стран. Для самой игры VPN не требуется. Компания не закрывала доступ к существующим аккаунтам. Купить ключи дополнений можно на сторонних сайтах, таких как Игромагаз. Будьте осторожны с ключами, поскольку они не подходят для Steam версии игры. Купить игру через Steam можно лишь при смене региона. Казахстанский Steam не подходит. Что же касается самой Guild Wars 2, то тут есть необязательные, но желательные покупки для комфорта. Такой покупкой могут быть сезоны живой истории. Это платный дополнительный контент, который откроет для вас новые сюжетные линии, локации, позволит быстро собрать топовую бижутерию, а также обзавестись парочкой крутых маунтов. Есть и предметы из разряда Quality of Life. К ним относятся расширение банка инвентаря, бесконечные инструменты для сбора ресурсов, расширение хранилища билдов и экипировки. В принципе, если у вас достаточно времени, то все это можно купить без вложений. Фармите голду в игре, а затем меняйте ее на гемы. Дальше покупайте все, что вам нужно. Ну, кроме дополнений, разумеется. Негативных коннотаций заслуживает и система лута. Guild Wars 2 — это игра про мешок в мешке, в котором лежит еще мешок, а уже в них еще парочка. От обилия лута рябит в глазах и часто непонятно, что выкинуть, а что оставить. Это реальная проблема, и я считаю, что Arena.net должна как-то унифицировать систему лута. Со временем вы, конечно, привыкнете и будете понимать, что выкинуть, а что оставить. Но лут — это страшная боль всех новых игроков. Горизонтальная система прогрессии может быть как плюсом, так и минусом. Есть огромное сообщество людей, которые фанатеют по всяким гирскорам и заточкам, любят крошить мобов часами и нагибать силой своего кошелька. Таким людям Guild Wars 2 не подойдет. Если вы не обладаете скиллом, то деньги вам не помогут. Игра быстро укажет на потолок ваших умений. В игровом магазине нет ничего, что влияло бы на силу персонажа. Выход контента в Guild Wars 2 оставляет желать лучшего. Последнего дополнения End of Dragons мы прождали 4,5 года. Да, в этот период выходили сезоны живой истории и какие-то изменения все-таки были. Добавляли новые локации, ивенты, страйк-миссии, масштабные битвы типа Драгоншторм или Искаженной марионетки, восстановили первый сезон и Башню кошмаров, но принципиально новым контентом Arena.net балует нас нечасто. В недавнем письме разработчики отказались от выхода крупных дополнений в угоду платных мини-DLC. Эти расширения будут содержать новые локации, страйк-миссии, фракталы и, возможно, что-то еще. Пока не объявлена цена и этапы выхода, но, возможно, это станет лучшим подспорьем, чем разработка глобальных дополнений. Поживем — увидим. Отдельного слова заслуживает комьюнити игры. Guild Wars 2 — это одна из лучших ММО в плане отзывчивости. Дело в том, что механики ГВ2 построены на социальном взаимодействии. Таким образом, игра взывает к лучшим качествам человека, что в свою очередь отражается на поведении. Со временем взаимопомощь перерастает в некую культуру нормы. Здесь неприлично токсичить, неприлично обойти беду стороной. Как правило, если люди видят, что вам нужна помощь, они всегда помогут. Если вы решите прийти в Guild Wars 2, я прошу вас присоединиться к этой культуре, потому что так правильно, так хорошо, так гуманно по отношению ко всем. Не могу не пригласить вас в свою гильдию, а точнее даже две. Более чем за 5 лет деятельности в Guild Wars 2 нам удалось собрать большое и разнообразное сообщество. У нас вы сможете найти общение, помощь и обучение многим видам хай-энд контента.
Если попадете в неприемный месяц, не расстраивайтесь. В Дискорде работает ламповая гостевая, где всегда можно найти общение или задать вопросы по интересующим вас темам. Ну что же, как и 5 лет назад, с вами был иной. Никто не любит Тирию так, как ты.